Готовы к 640 лошадиным силам от нового Audi RS5? Здесь есть вопросы. К двигателю, трансмиссии, к системе полного привода и, конечно, к дизайну, к салону, к технологиям, ко всему, что важно знать. Насколько он хорош, новый RS5 седан или все-таки спортбэк, как вам ближе. И будет еще Avant, универсал. С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Начнем с передней части. Большая решетка Single Frame, кольца интегрированы сверху. Затемненные. Сама решетка глянцевый черный. Огромные воздухозаборники в стиле SOT. Логотип RS. Сразу понятно, это топовая версия в линейке. И вот здесь боковые воздухозаборники, тоже очень крупные. Здесь установлен пакет Audi Sport. В стандартной версии была бы горизонтальная планка вот здесь. А с пакетом Audi Sport оформление другое. Чуть более драматично. И вот этот материал камуфляж карбон. Так его называют. Он доступен, например, и для e-tron GT. Возможно, вы его уже видели там. Теперь момент, который меня немного смущает в дизайне. Передняя часть, и у обычного опять тоже, нарисована очень низко. В этой зоне машина кажется очень широкой. В прошлом поколении нос был чуть выше относительно решетки. Matrix LED стандарт с затемненной графикой внутри. Смотрится чуть более агрессивно, даже немного зловеще. Длина 4 метра 90 сантиметров. 20-дюймовые колеса уже в базе, опционально 21 дюйм. И посмотрите на шины. Они очень широкие. Даже немного выступают за край диска. Это, кстати, плюс. Защищает обод при контакте с бордюром. Опционально керамические тормоза – очень дорогая опция. Но для трека серьезный аргумент. А еще здесь вращающиеся кольца Audi. Они всегда остаются вертикальными. И в статике, и при движении. Небольшая деталь, но эффектная. Шасси действительно широкое. Вы видели это спереди. И сзади это тоже заметно. В целом машина шире стандартной версии на 9 см. Вот это расширение по бокам чисто визуальное. Функций нет. Но выглядит выразительно. И снова камуфляж карбон на корпусах зеркал. Плюс затемненные рамки боковых окон. Официально Audi называют эту версию RS5 седаном в новой линейке опять. Они немного объединили модели, но я бы все равно назвал его Sportback. Потому что небольшой спойлер, здесь именно Sportback крышка багажника. Она открывается вместе со стеклом. Это удобно, загружать проще. И по гибкости вы уже почти получаете универсал, оставаясь в формате седана. Так что для меня это все же Sportback. Хотя Audi теперь говорит седан, потому что объединили семейство A4 и A5. Именно поэтому RS5 Avant это по сути то, чем раньше был RS4 Avant. A4 Avant теперь называется A5 Avant. Соответственно, RS4 в кузове универсал стал RS5. Эта версия седан или Sportback в первую очередь ориентирована на рынок Северной Америки, потому что там Avant не продается, а вот в Германии все наоборот, там универсал традиционно популярней. И здесь у седана или Sportback'а Audi не любит, когда я это говорю, но я все равно продолжаю. Привет всем представителям Audi. Так вот, у этой версии есть дополнительная накладка кромка на крышке багажника. Ее можно заказать в камуфляж карбон или просто в черном исполнении без карбона. Посмотрите на OLED-фонари, внутри графика в стиле клетчатого флага, и когда Лия подходит ближе, фонари начинают сигнализировать, мол, слишком близко, осторожней. Это часть системы датчиков приближения. Отходите все спокойно. Подъезжает машина и световая графика меняется. Такой визуальный намек. Держи дистанцию. В нижней части, если выбран пакет Audi Sport, боковая секция чуть сильнее подрезана. Без пакета этой выемки нет. Разница не огромная, но заметная. Внизу крупный диффузор, вертикальные отражатели. И вот патрубки выхлопа. Здесь установлен спортивный выхлоп Audi, опция. Базовая версия визуально почти такая же. Разница в цвете, этот вариант темнее. Но настоящий выхлоп. Пора вызывать.
полицию по фальшивым выхлопам, потому что внешняя насадка не соединена напрямую. Рабочий клапан внутри, его видно. Так что звук здесь тема интересная. Очень интересно послушать, как он будет звучать в реальности. Теперь к технике, потому что вокруг двигателя и системы Quattro много обсуждений. И, честно говоря, Quattro сегодня это уже не что-то одно. За последние годы концепцию серьезно переработали. Начнем с базовых вещей. Особенности RS5 – распределение крутящего момента сзади. Полный привод – да. Но на задней оси стоит дополнительный электромотор. Он может передавать больше тяги на внешнее колесо в повороте. Это помогает эффективнее выходить из виража. Но работает система и в обратную сторону, например, при замедлении, то есть функция двухсторонняя. Спереди двигатель внутреннего сгорания, сейчас его покажем, и плюс два электромотора. Один для распределения момента на задней оси, второй встроен в трансмиссию. И это важный момент. Даже в полностью электрическом режиме вы ощущаете работу восьмиступенчатого гидротрансформаторного автомата. Переключения остаются как с ДВС. И да, вы уже догадались, это подзаряжаемый гибрид. 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, вот он перед нами. Вместе с основным электромотором и дополнительным мотором для распределения крутящего момента сзади система выдает около 640 лошадиных сил. Из них 510 от двигателя внутреннего сгорания. Разгон до 100 км в час 3,6 секунды. И теперь главный вопрос. Да, это подзаряжаемый гибрид. Батарея 22 кВт-часа чистой емкости. На электротяге можно проехать до 80 км. Но батарея добавляет массу. Здесь уже больше 2,3 тонны. И для спортивного автомобиля это, конечно, минус. С другой стороны, электрический буст. Разгон становится еще острее. И плюс налоговые преимущества во многих странах. Например, в Германии. Если я беру машину как служебную, как самозанятый или как сотрудник компании, ежемесячный налог на частное использование почти вдвое ниже. По сравнению с прежней версией без подзаряжаемого гибрида. И это действительно играет роль. Плюс можно ездить локально без выбросов. Это очевидные плюсы. Минус остается прежним – вес. Но главный вопрос вот какой. Всегда ли доступна максимальная мощность? Я обсуждал это с Audi довольно подробно. Там много переменных. Ключевой вывод такой. Переживать не стоит. Даже при 5% заряда батареи, чистых 5%, полная мощность уже доступна. И в реальной жизни так происходит в большинстве случаев. Если вы немного подзарядили батарею, немного рекуперировали или выбрали режим, который удерживает заряд, в большинстве ситуаций пик мощности будет доступен. И есть еще второй фактор. Температура батареи. Для полной отдачи она должна быть около 25 градусов. Но это логично. Когда вы утром запускаете двигатель внутреннего сгорания, вы же не нажимаете газ в пол сразу. Даете мотору прогреться. С батареей то же самое. Если заряд падает до 15%, ее стоит подзарядить. Для подзаряжаемого гибрида это вполне нормально. Так что в реальной эксплуатации ситуации, когда пиковая мощность недоступна, возможны. Но происходить это будет нечасто. А в режиме RS автомобиль сам поддерживает заряд батареи. ДВС может подзаряжать ее в процессе движения, чтобы сохранить максимальную отдачу. Минус – растет расход топлива. И я отдельно спросил, если двигатель подзаряжает батарею, теряется ли при этом мощность? Audi говорит нет, просто увеличивается расход. С точки зрения эффективности заряжать батарею от ДВС не лучший сценарий. Как видите, все зависит от множества переменных. Теперь к полному приводу. По сути, это почти постоянный квадро. Оси нельзя разъединить. Передняя и задняя ось всегда подключены. Тяга подается на обе.
При этом заявлен задний приоритет, то есть больше момента по умолчанию уходит назад, но распределение можно сильно варьировать, от заметного смещения вперед до выраженного заднего характера. Есть центральная блокировка дифференциала плюс... Лия сейчас смотрит на меня так. Что вообще происходит? Да, система сложная, но и машина технологичная. Поэтому приходится объяснять. И дополнительно есть распределение момента на задней оси Torque Vectoring. И именно оно в итоге формирует общий заднеприводный характер. Вот это главное, что стоит запомнить. Совсем скоро поедем и попробуем почувствовать, как это работает на практике. Кстати, интересная деталь. Если выбрать 21-дюймовые колеса, задние шины чуть шире передних. Разницу почти не видно. Но шина немного выступает относительно диска. И это значит, менять передние и задние местами нельзя. Они должны оставаться на своих позициях. С 20-дюймовыми колесами такой проблемы нет. Вот здесь подключен кабель, чтобы машина не разряжала 12-вольтовую батарею. Вообще технологий здесь очень много. И Audi говорит, что упаковать все это в кузов такого размера было непросто. По их словам, это самая плотно укомплектованная модель на сегодня. Интересно. Но давайте посмотрим, осталось ли место в салоне при таком количестве техники. И начнем со звука закрывания двери. Вот это звук. Отлично. Очень приятный плотный звук закрывания. А теперь RS5 Avant. До сих пор непривычно говорить RS5 Avant вместо RS4 Avant. Что скажете? Это универсал и в другом цвете. Перед нами Progressive Red, очень яркий насыщенный красный. Я бы, пожалуй, выбрал именно его. RS-моделям, как по мне, нужна визуальная выразительность. Здесь тоже установлен пакет Audi Sport и 21-дюймовые колеса, но дизайн другой, полностью черный, у седана были двухцветные. Вот форма универсала с рейлингами на крыше. Линия тянется непрерывно, смотрится цельно. И снова огромная крышка зарядного порта. Просто вырез в кузове довольно крупный. Обычная зарядка до 11 кВт, как я уже говорил. С другой стороны лючок топливного бака. А вот задняя часть здесь полностью иная. Снова OLED-графика в стиле клетчатого флага. И должен сказать, сзади универсал по ощущениям выглядит гармоничней. В целом я больше сторонник седанов и спортбеков. Но дополнительная кромка спойлера на седане мне кажется чуть менее удачной. В универсале линия интегрирована мягче, более цельно, понимаете, о чем я. И в Германии именно эта версия скорее всего будет самой популярной. Еще одна особенность здесь – обычный карбоновый внешний пакет. Не камуфляж карбон, а классический карбон. Обратите внимание на третий стоп-сигнал, он расположен вверху. Сейчас нажму на тормоз, и вы увидите верхнюю световую полосу. Но под ней есть второй слой. И этот второй слой отражается в стекле. Получается эффект глубины. Причем графика тоже с намеком на клетчатый флаг. Похожее решение мы уже видели у Audi Q5. Там тоже используется отражение. Честно говоря, ночью это иногда ощущается так, будто позади вас светится красный шар. Довольно заметно. Не уверен, как это будет здесь, посмотрим. Открою двери для Лии, как и положено джентльмену. Если снимать изнутри, видно, как свет отражается в стекле. Вот этот эффект. Кому-то это может показаться навязчивым. Возможно, к этому привыкаешь. Но эффект точно есть.
В салоне этой версии красная контрастная прострочка, а в спортбэк можно выбрать, например, зеленую. То есть цвет кузова можно сочетать с цветом строчек. Еще один момент – ламинированные передние стекла. Сзади нет, только спереди. Со стороны водителя лючок зарядки. Обычная зарядка до 11 кВт. С пассажирской стороны топливная крышка. Открываются они изнутри двери. Здесь, к сожалению, нет отдельной отделки. И снова камуфляж карбон в отделке салона. Внутренняя панель двери подвергалась критике. И я ее разделяю. Поверхность быстро собирает отпечатки. И иногда, когда тянетесь к внутренней ручке, ощущение не самое приятное. Аудиосистема Bang & Olufsen вот здесь, верхняя часть панели мягкий материал, кожзам. RS при открытии двери, RS коврики. И можно подобрать цвет строчки под цвет кузова, как, например, здесь. Сиденье всегда RS Sport. В Европе это базовое оснащение. В некоторых странах в базе используется ткань. Она, кстати, лучше дышит. А это опциональная натуральная кожа. В Северной Америке кожа идет стандартно. Там почти не хотят альтернатив. И вот здесь, на мой взгляд, Audi стоило бы активнее предлагать качественный кожзам высокого уровня. Как это делает, например, BMW. Тогда решение было бы универсальным для всех рынков, потому что не везде любят ткань или микрофибру, а хороший кожзам устраивает всех. И по качеству, и по износостойкости, и по уходу, по комфорту. Сиденья спортивные, да, но благодаря поддержке в области плеч они снимают нагрузку с поясницы. В итоге хорошая эргономика и достойный комфорт. Руль с отделкой микрофиброй, в Европе это стандарт. Есть отметка 12 часов сверху, классическая спортивная деталь. И я все же отмечу. Базовая версия для Европы без использования кожи животных – это правильный шаг. А дальше уже все зависит от конкретного рынка. И здесь подрулевые лепестки переключения с вырезами выглядят аккуратно. А вот руль – сюрприз, посмотрите. Раньше были сенсорные панели с тактильной отдачей. Кликают, да, но все равно это была сенсорика. А теперь возвращаются настоящие кнопки с прокруткой и со щелчком. Послушайте. Вот это уже интересно. Они услышали обратную связь. Раньше нужно было проводить пальцем вверх-вниз. И иногда было непонятно, что именно вы меняете. Громкость или настройки в панели приборов. Сейчас все проще. Четко вверх, четко вниз. Хорошее решение. Есть отдельная кнопка Boost для максимальной отдачи и кнопка RS справа. Через нее быстро переключаются режимы движения. Balanced сначала едет на электротяге, пока заряд не снизится. RS удерживает заряд батареи, чтобы дольше сохранять максимальную мощность. В этом и основная разница. И будет еще режим RS Torque Rear. По словам Audi, только для трека. Потому что он ориентирован на заднюю ось и позволяет играть с заносом. Добро пожаловать в кокпит. Ключ тонкий, легкий. Сзади эмблема RS. Теперь по экранам. 12-дюймовая цифровая приборная панель. 14,5 дюймов центральный дисплей мультимедиа. И 11-дюймовый экран для пассажира. Причем для RS все это стандарт. Зачем пассажирский экран? Ну, например, если мы едем по треку, Лия может записывать видео, следить за временем круга, что-то в этом духе. По панели вставка из микрофибры. Выглядит хорошо. Хотя глянцевого черного по-прежнему много. Центральная консоль полностью в рояльном лаке, честно говоря, не мой фаворит. Зато ставили физический регулятор громкости, вот он удобный. Спереди два разъема USB-C, индукционная зарядка с охлаждением,
Здесь же можно включить чисто электрический режим. Например, если заезжаете во двор и не хотите будить соседей. А если хотите, решать вам. И бардачок открывается мягко. Медленно опускается с демпфированием, приятная деталь. Здесь декоративная вставка. В данном случае камуфляж карбон, по бокам, поверхность твердая. Я бы, честно говоря, предпочел микрофибру и сверху тоже. Но в нижней части есть мягкие вставки из микрофибры, это хорошо. Под ними еще и дополнительная мягкая подкладка. Когда едете быстро по треку, икра сначала касается именно этой зоны, а не жесткой панели, это продумано. Здесь визуал сочетается с функциональностью, хорошее решение. Подсветка интегрирована даже в подстаканники. Восьмиступенчатый гидротрансформаторный автомат, подлокотник с микрофиброй, мягко, удобно для локтя, и под ним еще есть пространство. Посадка получается правильная, спортивная. Можно спорить о широких рамках экранов. Давайте посмотрим ближе. И снова руль. И новые ролики управления, физические. Mercedes, кстати, тоже вернулся к таким решениям. Покупатели этого хотят. В нижней части панели как будто чего-то не хватает. Слишком много черного. Но зато вернулись классические цифровые приборы с анимацией тахометра. Видно, как стрелка ходит, это приятно. Можно переключать режим отображения, например, вывести карту на весь экран. Но, честно говоря, нам важнее обороты, верно? Подождите. Дверь не до конца закрыта. Прошу прощения, мадам. Вот теперь все как надо. Снова отличный звук закрывания. И, кстати, наряд Лии отлично сочетается с цветом машины и снаружи, и внутри. Спасибо за операторскую работу. Отдых у нее только тогда, когда я снимаю вид от первого лица за рулем. Теперь основной экран мультимедиа. Может, Лия нажмет, у нее палец выглядит элегантнее. Так, это меню климата? Нет, это подсветка салона. Выглядит как блок климата, но это подсветка. Кстати, сверху тоже видно световую полосу. И проекционный дисплей, вот его модуль. Теперь про климат. Всегда вопрос, как к нему нормально добираться. Идея такая, вы опираетесь рукой здесь и управляете через эту панель. Но эргономика, честно говоря, спорная. Я уже говорил об этом в обычном А5, зона слишком широкая. Все глянцевое и, конечно, отпечатки. Посмотрите, все в следах. А если нажимать подогрев или вентиляцию сидений? Как это делать удобно? Нужны какие-то нечеловеческие руки. Может, это дизайн для инопланетян? Сама система немедленная, работает нормально. Кому-то нравится режим с высоким контрастом. Так выглядит выразительнее. Но в целом графика немного простая. Можно выбрать другие фоны. Например, тема Goodwood в стиле трека. И вот тут начинается, скажем так, странность. Эти темы нужно покупать в Audi Shop. Серьезно. Вы заходите, оформляете покупку через приложение My Audi. Машина стоит больше 100 тысяч евро. И за фоновую тему нужно платить отдельно. Это, мягко говоря, неожиданно. Темы выглядят эффектно. Можно сделать и собственную, например, с фотографией собаки. Но сам факт, конечно, вызывает вопросы. И еще важный момент. Европейское обязательное предупреждение о превышении скорости. Этот звуковой сигнал можно отключить прямо в системе мультимедиа. Либо назначить функцию на кнопку быстрого доступа на руле, и тогда деактивировать еще проще. Теперь к максимальной скорости. Базовое ограничение 250 км в час.
Дальше можно разблокировать до 270 км в час. И с дополнительным спортивным пакетом до 285 км в час. Трехступенчатая логика максималки. Когда я впервые это услышал, честно говоря, улыбнулся. Но давайте будем реалистами. Я вырос на немецких автобанах, ну не буквально, конечно, но вы понимаете. Да, как немец ты привык ездить быстрее. Но даже я почти никогда не еду 250 км в час. Просто потому, что редко есть возможность. Всегда есть трафик. И далеко не все участки автобанов без ограничения. Многие зоны лимитированы. И на общественных дорогах двигаться с такой скоростью объективно небезопасно. Поэтому вся дискуссия о максималке, если речь идет о скорости свыше 200 км в час, по сути актуальны только для Германии. Даже в Абу-Даби есть лишь один участок со 160 км в час. А в большинстве стран предел 130 км в час. По-немецки это называется фантом-дискуссион. Фантомная дискуссия. То есть спор ради спора. И, честно говоря, мне бы вполне хватило и 250 км в час. И даже эту скорость я бы серьезно не использовал, даже на немецком автобане. Здесь стеклянная крыша с так называемой цифровой шторкой. Она не регулирует интенсивность солнечного света, как полноценная физическая шторка. Это скорее визуальный эффект. Чуть меньше слепит. Есть фильтр. Стекло не полностью прозрачное. Но салон все равно нагревается, это важно понимать. Посмотрите, сиденье отъезжает назад вместе с рулем. Это комфортная функция. Потом все возвращается вперед, руль опускается. Я сейчас запущу автомобиль, чтобы сохранить положение сиденья. Иногда бывает так, что при работающей машине сиденье остается на месте, поэтому я оставляю ее заведенной. Это, кстати, небольшой закулисный момент нашей работы. И вот эта функция для меня одна из самых раздражающих. Обычный покупатель скажет: отличная опция, удобно. Но для моей работы наоборот. Мне нужно оценить реальное пространство сзади. И если оставить функцию активной, сиденье автоматически уедет назад, и сзади почти не останется места для ног. Тогда оценка будет неточной. Поэтому каждый раз приходится искать, где отключать эту функцию. Меню, сиденье, настройки, и это всегда занимает время. Для обычного владельца это плюс. Но для обзора скорее дополнительная сложность. И еще раз кратко, чтобы все было понятно. Двигатель внутреннего сгорания спереди, один электромотор встроен в трансмиссию, дополнительный электромотор на задней оси для распределения момента, а батарея под полом багажника 22 кВт чистой емкости. Теперь к режимам движения. В режиме Balanced машина сначала использует заряд батареи. В более динамичных режимах Comfort, Dynamic можно отдельно настраивать подвеску и другие параметры, к подвеске еще вернемся. А вот в RS режимах есть функция удержания заряда, чтобы сохранить максимальную мощность, и RS Torque Rear – это режим для заноса, только для закрытых трасс, как подчеркивает Audi. График отображения режимов сделана наглядно, это приятно. Хорошее замечание от Лии. Вот так машина выглядит без номерного знака. В некоторых штатах США она будет выглядеть именно так. И, честно говоря, смотрится чище. Кстати, проекционный дисплей имеет специальный режим отображения. Можно вывести цифровой тахометр в стиле аналоговой шкалы. Он появляется и на проекции, и на приборной панели. И это действительно выглядит классно.
В задних дверях мягкая отделка сверху. Есть вставки из микрофибры. В карманах обычный пластик без отделки. Изофикс на крайних местах. Ремни безопасности зеленые. Серпентайн, так их называют. А средний ремень черный. Специально, чтобы визуально был менее заметен. Подлокотник откидывается. Адаптивные подстаканники с хорошим качеством исполнения. И на самих задних сиденьях тоже есть вставки из микрофибры. Но вот кожа, честно говоря, по качеству она не впечатляет, не особо мягкая. И именно поэтому я говорю, качественный кожзам сегодня лучшее решение. Это уже вопрос технологий, а не лишить кого-то чего-то. Это выбор в пользу современного уровня. И, конечно, в пользу животных тоже. Внизу отдельный блок климата, подогрев сидений, 2 USB-C разъема. По пространству на грани. 4 высоким взрослым возможно, 5 точно нет. Места для ног немного, хотя сейчас водительское сиденье не в крайнем положении назад. При росте 1,89 м по высоте головы тоже почти впритык. И стеклянная крыша в этом случае никак не помогает запасам по высоте. Теперь к багажнику. Объем 330 литров, у Avant 360 литров. Обе версии уступают по объему обычного 5. Причина понятна. Батарея подзаряжаемого гибрида. Высоковольтная батарея размещена снизу, поэтому под полом нет дополнительного пространства. Здесь только небольшой отсек для инструментов и все. В обычной версии можно поднять пол и получить дополнительный объем снизу. Здесь такой возможности нет. По ширине отлично. Чуть больше 1 метра. По длине тоже больше метра. Около 1 метра 70 сантиметров. Можно убрать эту панель и сложить сиденье. Но обратите внимание, здесь есть перепад по высоте пола. Ступенька – это следствие размещения батареи, с этим придется смириться. Общая длина тогда примерно 1 метр 85 сантиметров. Очень хороший показатель. По высоте у седана или спортбека максимальная высота около 60 сантиметров, а в зоне под полкой примерно 30 сантиметров. У Avant универсала по высоте ситуация лучше. И еще одно отличие у универсала. Сзади немного больше пространства над головой, потому что линия крыши идет более прямой. Это версия без стеклянной крыши. И седан, и Avant можно заказать как с фиксированной стеклянной крышей, так и без нее. Но в любом случае у Avant на втором ряду немного больше запаса по высоте. Теперь к багажнику универсала. Здесь электрическая шторка поднимается и опускается автоматически вместе с крышкой. По длине и ширине показатели примерно такие же. Главное отличие – высота. Максимальная высота около 60 см, то есть сопоставима с седаном. Но минимальная высота под шторкой значительно больше, чем 30 см, которые были у седана или спортбека. Здесь загрузка удобнее. Можно перевозить более высокие предметы без лишних сложностей. И еще приятная деталь у Avant – удаленная разблокировка спинных сидений прямо из багажника. Для универсала это действительно удобная функция. Теперь о цене. От 106 тысяч евро седан или спортбэк, от 108 тысяч евро Avant универсал. В базе уже много оснащения. Но если добавить пакет Audi Sport, камуфляж карбон, 21-дюймовые колеса, керамические тормоза, а это почти 10 тысяч евро, то легко набегает еще 30-40 тысяч евро.
RS никогда не был доступным автомобилем. И здесь это тем более так. С другой стороны, у подзаряжаемого гибрида есть налоговые преимущества. По крайней мере, на некоторых рынках. Так что вопрос к вам. Вы бы выбрали седан или спортбэк? Или все-таки Avant, если он доступен в вашем регионе? А сейчас посмотрите другие обзоры Audi RS здесь на нашем канале.